Привет, друзья! Словарь Расту-буддиста снова с вами. И сегодня мы рассмотрим слово «бытие». И понятие очень сложное, неимоверно сложное, да? Потому что бытие как существование, как жизнь и ее ощущение, то, что я есть, самоидентификация, да, то, что мы уже обсуждали. И ощущение времени. Вот я есть и сейчас. Что-то происходит, да. Это очень интересный термин. И что это вообще такое «я есть»? И кто такой я, да? Вот, самоидентификацию мы обсудили, то есть нужно понимать, кто такой я. А бытие, существование того, что происходит, центральное философское понятие и предмет изучения онтологии. В более узком Хайдеггер считает, что вопрос о бытии, который по его утверждению является основным философским вопросом, оказался забыт во всей истории западной философии, начиная еще с Платона. Бытие трактовалось неправильно, так как не имело чисто человеческого измерения. Уже у Платона мир идей в своей объективности безразличен к человеку. Только выяснение сущности человеческого бытия раскрывает сущность бытия. Ну, в принципе, что-то в этом есть. Почему? Потому что мы ж осознаем себя как люди, как человек. И я как человек, как эго такое, вот, ощущение себя, не могу себе представить, что без меня мир будет существовать. Вообще что-то будет существовать. Почему? Потому что непонятно, что будет. То есть, буду ли я, будут ли ощущения, какие это будут ощущения. Нам же всем объясняют, что мы умрем. И в каждых философиях разных, там вот в 75 лет в совке объясняли, что ничего нет. То есть человек живет, и после смерти вот его нет. А что было до рождения, тоже непонятно. А какие ощущения есть, кроме физиологических, нет никаких. То есть вот это вот духовное, оно напрочь было отрезано, да, как восприятие ментальным духовного. То есть объясняли, что этого ничего не существует. Ну хорошо, ладно. Конечно, мотивация от этого очень сильно падает. А другой еще важный момент заключается в том, что мы отрицаем существование мира, Вселенной без существования себя. И тем самым мы разрываем огромную связь себя со Вселенной. И таким образом, это срезает огромный слой, да, то есть вообще слой нашего мироощущения. И наше мироощущение, да, если взять айсберг, то физиологическое это на поверхности, да, с ментальным. А в воде все основное. И вот это вот основное то, что в воде, а если этот айсберг это еще и гора, то это весь мир, то есть это потом Земля и так далее, то вот этого нам не хватает. И вот мы такие вот верхушки айсбергов, гор, которых затопило водой, да, рядом там с одной вершины смотрим на другую и не понимаем, что где-то снизу под водой мы все в одном, да, как минимум. И такая вот штука, бытие, это наше видение того, что мы маленькие льдинки на поверхности океана, и мы видим, как мы таем. И когда мы растаем, мы не ощущаем того, что мы станем океаном. Мы не ощущаем того, часто нас так учили, что мы станем там Землей и планетой. Мы ощущаем то, что мы просто перестанем существовать как вот эти вот льдинки. То есть лед, да, он трансформируется, но мы думаем, что ощущений не будет, что исчезнут все ощущения, исчезнет все бытие. Вот. И вот это и есть понятие бытие, да, особенно с точки зрения вот нашей философии, как жизни именно человеческой, без Вселенной. А когда человек познает, что человек и Вселенная это одно целое,
вот тогда вот это понятие, оно как минимум трансформируется, а как максимум просто вообще исчезнет, да, то есть потому что, ну, оно не имеет смысла, ну, в этом случае, да, вот, поэтому, ну, бытие, существование в нашем материальном мире, скажем так, возможность понять или познать то, что верхушка айсберга – это совершенно не все, что есть на самом деле. Вот, так что комментируйте, обязательно интересно почитать то, что вы думаете по этому поводу. Непростой вопрос, но я надеюсь, я смог его донести. Какая радость, когда человек слышит слова Растамана. Какая радость, когда человек что-то слышит